Завелье для меня — это, может быть, самая важная часть моей жизни, самая любимая. И я очень рада, что мы здесь живем. И даже несмотря на то, что мы уже несколько лет здесь живем постоянно, нас люди не понимают, для чего мы переехали сюда, в заброшенную деревню с детьми. А я-то знаю, что если бы мы сюда не переехали, то деревню постигла бы та же самая участь, как все заброшенные деревни. Пожары, грабежи, и она бы уже, может быть, погибла. А сейчас у нее есть шанс жить дальше. Мои родители много переезжали, мы жили в разных местах, но где бы мы ни жили, мы всегда приезжали именно сюда, к бабушке, к дедушке, в деревню. И это была не ссылка, это был праздник. Деревня была вся заселена, детей было много, очень классно было. Когда к нам приходила в баню хозяйка вот этого дома, Юлия Ивановна, она у нас мылась, особенно это если зимой, она приходила и начинала раздеваться. Она снимала одно платье, второе платье, третье платье, потом шли сорочки, сорочка простая, сорочка с кружевами, сорочка такая тонкая, в общем, как матрешка. Я вот это видела только в фильмах, количество вот этих разных нарядов, и вот на Юлии Ивановне. В принципе, я, как обычный ребенок, получила образование, была инженером, строителем, жила в городе. Но когда родился мой первый ребенок, я поняла, что ребенку нужна деревня. Сначала мы здесь проводили только полгода, летние. А потом, когда решили здесь дом строить, переехали насовсем. Когда первые года я приезжала с дочерью, тут еще летом приезжали люди. Зимой тут уже никто не жил, но летом приезжали старушки. Но чувствовалось, что деревня уже начинает пустеть и хереть. Мы сюда переехали 1 апреля 2020 года. Я тогда была беременная, и у меня уже было 3 детей, и я была 4-м беременная. Было такое половодье, которого не случалось 50 или 60 лет. Я была на этом острове отрезана от мира. Дорога лесная еще была не открыта, она еще была в снегу, а речка мост сорвала. Мы так были несколько недель. У нас баня стояла в воде, у меня колода плавать начала. Колода – это такое бревно, в котором выдолблено отверстие, и по нему бежит вода. У нас под деревней подземное озеро глубинное, и оттуда бьет такой мощный ключ. И вот это, получается, его ловят, и вот по этой колоде она протекает, и мы уже потом наливаем ведра, там, полощем. Каждое утро начиналось с того, что я подтягивала ее к новой границе берега и привязывала к заборам, потому что это было, да, ее нельзя было упустить, ее надо было сохранить во что бы то ни стало. Первая зима у нас была 1,5 месяца 40 градусов, морозы. На улицу выходишь, как в открытый космос. Один человек стоит, он дверь держит, потому что дверь вышибает. Такие разницы температур, что она просто открывается. Держит дверь, а другой пошел за водой. А этот стоит, дверь держит. Тот слышит, что зашоркался, с водой вернулся. Он ему открывает дверь, тот заходит, быстро закрывает дверь. И вот так вот мы и жили. Как крестьяне 18 века. А на майские праздники приезжает моя сестра двоюродная из Северодвинска. И мне радостно сообщать, что она здесь теперь тоже остается круглогодично жить. Я удивилась. Ну ладно, думаю, стали ей помогать там всякими козами, гусями, чтобы жить-то. Очень удобно, когда мы живем вдвоем, все-таки друг друга как-то страхуем. Дети вместе растут, играют. И так, когда огни горят в соседнем доме, ты видишь, что жизнь там тоже двигается, то намного спокойнее, комфортнее себя чувствуешь. Я живу у 3 дорог на излучине реки, там, где солнце ходит вброд и качаются мосты. Здесь 3 деревни, как 3 сестры, одна поэтесса местная так написала. Они как бы друг на друга смотрят. С нашего берега, как бы со стороны Вели, Завелье. Вот, со стороны Подюги, Заподюжье. И центральная деревня – Погост, от слова «погостить».
Я помню с детства, что здесь всегда останавливался цыганский табор. Они раскидывали свои шатры, костры горели, ржание лошадей, цыганки такие необычные, это золото блестящее на руках, юбки яркие. И мы вот, дети, прибегали, смотрели. Бабушки, конечно, нас ругали, там, не хотите, украдут. Но никого не украли. Вот. Потом сюда приходили паломники. И тоже вот бабушка рассказывала, что вот они говорили, что во многих они местах бывали, потому что многие ведь и на Святую Землю ходили в паломничество, но, говорят, вот как бы красивее этого места вот они не видели. В начале 2000-х годов, к юбилею Пушкина, нам школа подарила пленэр. Я тогда работала в ДШИ города Мирного, в Михайловском. И когда мы приехали, я увидела этот дом, я стала на эту террасу и вот увидела эту сородь бегущую, вот эти просторы. Я подумала, боже мой, я такое испытывала, когда у нас в деревне стою на устье рек. Но там, конечно, просторы большие. Вот у нас-то все маленькое, северное такое какое-то. Конечно, по сравнению с Михайловском крошечное, но вот такое ощущение вот было. Я слышала тоже от бабушек, что было 3 ряда домов, и домов было много. Я уже застала, было уже вот 15 домов. И в домах уже жили солдатки. У мужчин было всего 2 человека на всю деревню. Бабушки собирались в какой-нибудь из избы, пили чай. Потом вечеровали, как это назывались. Кто-то сидел там за прялкой, кто-то там вязал. То есть обязательно за рукоделием. Ну и вспоминали прошлую жизнь, какие-то истории. И вот, видимо, они так потихоньку в моей голове накручивались. Я начала записывать. Вот мечтаю дописать наконец-то и издать. Я помню история про Миропию. Проводила мужа на войну. С войны он не вернулся. Но Миропию сразу же сосватал Григорий. Как было ее не сосватать, если она пела и плясала, вот не выходя с круга. Но вроде вот за это сосватал, за это и поплатилась она. Потому что придут они на какой-нибудь праздник, сидят за столом. И вот Миропии охота бежать плясать. А Григорий все мрачнеет. А на него так глянет. Гриня, сделай рожу, как была. Не утерпит, соскочит и побежит плясать. Пляшет, поет. А Гриня все мрачнее. Ну вот они уйдут с праздника. И он, представьте, пришел с войны, ведь они все изранены. Он ее так и забьет, что водой отливает и думает, не оживет она. Нет, как-то вот опять оживет, оклемается, отлежится неделю-другую. И опять до следующего праздника. Вот так вот они и жили. А мне кажется, это натура. Это вот натура человека, как вот дар Божий. Вот, например, к искусству дан у кого-то к пению, у кого-то к пляске. И разве вот можно в человеке вот загубить талант, дар? Он все равно будет прорываться. Печку потопим. Холодновато сегодня. 20 градусов. Где должно быть тепло. Церкви начали рушить здесь, на севере, с 1929 года. Здесь жил последний священник Илья Афас Андреевич. Но он был осужден на 10 лет, был направлен в ухтинские лагеря. В 1937-м он умер. Жена, матушка умерла, дети остались, все 6 детей было, 5 девочек и сын. Они повязали все котомочки и кто куда по России разошлись. Дед мой служил звонарем в этой церкви. Вот она какая была, 40 метров была высота ее. Звонил колокола, многие уважали, что Пономарев зазвонил, знаем по голосу, по звону колокола, знаем, кто звонит. Вот я слышал про своего деда, что его ЧК избила до смерти. А жена Марья Игнатьевна, моя бабушка, ее наказали, молчи. А у нее было 7 детей. Мужа убили, просто. А у нее 7, надо было подымать. Дом сожгли, был посреди деревни там. Ее поселили вот здесь, в этом доме. К ней приходили вот Завелья, ее подруги. Здесь на лавках сидели, пряли, очень много рассказывали, как мы жить сейчас будем здесь без церкви, без православия, до слез. Вот как мы жить будем сейчас? Как?
Церковь разрушили, батюшку, папа арестовали, и народ был вообще в смущении. Отец в 1957 году он начал строиться. Дом стоял на углу церковной ограды. Многие предупреждали: нехорошо ты делаешь, нехорошо. И вот я рядом с церковью, видать, и прожил свою жизнь. Может, что-то вот толкануло меня к строительству храма. Полный бурьян тут был, и все. Вот и начал расчищать место. Но я вначале делал все это со своей пенсии, никаких пожертвований не было. Потом мне подсказали: выстави банки просто 3-литровые, напиши пожертвования на строительство храма. Я только эти 3 банки вот выставил, надо мной стали смеяться. Это ему на похмелье мы кидаем. На похмелье, пускай похмелится мужик. Но высмеивать начали, и все. Я эти банки убрал. Тому люди потянулись, что да, действительно, что-то он делает там. И веселей в деревне стало, и фуганки работают, и пилы работают. Жизнь какая-то появилась, понимаете? Жизнь. 3 венца нарубили, фундамент сделали, поклонный крест, водоисточник. Пожертва на храм какая-то поступала. Получил я 3000. От кого? Аня. На строительство храма. Кто такая Аня? Это, оказывается, правнучка Куля Афаса Андреевича. Она живет в Москве. Спасибо тебе вот за нашего дедушка. Я вот здесь хочу табличку на дом повесить. Здесь проживал последний священник Куля Афас Андреевич. Последний священник. Многие приносили иконы, вещи церковные. Все это складировал, хранил вот в этом отцовском доме. Пожар случился здесь в 21 году. Я был за 8 километров отсюда. Мне звонят соседи здесь, что ты горишь. Я испугался. Как горю? Потом гляжу, пожарка прошла. У меня вообще сердечком стало вообще плохо. Я лег и 3 дня вообще не появлялся здесь. В основном здесь сейчас стоит у нас строительство мертвым грузом. Все это произошло по вине пожара. Вот здесь стоял дом отцовский. Вот одно, фундамент остался. Но вот в связи с пожаром сгорел инструмент, сгорели иконы, очень много церковной утвари сгорело. Упадок духовных сил получился, упадок духовных сил. Вот эти умышленники, злоумышленники, которые сожгли дом, что-то не хотели из этого поиметь. Если я поддамся вот этим дьявольским настроениям, поддамся сатане, так это будет довольно смешно им. А мне это смерть. Так что ни в коем случае нельзя бросать. Смотрите, начатое дело нельзя бросать. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Малыш. Тетя Валя, такая большая деревня, людей много. А как они между собой вот ладили, как вот жили? А вот видите, как на сенокосе сидят дружно? Вот я заметила, что на сенокосе они все с медалями. Вот так и жили. Вот с медалями. Это они приготовились к тому, что их фотографировать будут? Им на сенокос пришли. И вручили медали. И вручили награды. А вот на сенокосе, ну они все в белых рубахах, такие прямо нарядные. На сенокос так и ходили, в белом, чтобы комары не кусали. Да. Так. А выглядит так вот парадно. Мама. Угу. Какая, меня еще не было. Мама, тетя Анна. Я родилась вот здесь, вот еще ряд деревни. И там еще ряд деревни. 4 ряда. Да, 4 ряда. А ты в каком ряду был? А мой дом, так вот мой дом. Двери были расписные. В 30-х годах краски были, и они не стерлись. А этот дом побольше, кажется, Двухэтажный. Вот это двухэтажный. Это двухэтажный, там с мезонином. Вы уезжали вот из этой деревни сюда, да? Вот переезжали. Там, Я там замуж уже... вышла. Мы были в последний раз лет 5 назад. Мы деревню не узнали. Все заросло. Этих заросло, домов нет. Дома, которые вот этого дома нет, увезли или сожгли, или непонятно. Нашего дома нет, этого дома. В общем, всей середины нет. Мы по деревне шли, не знаем, где идем. Так остановились там вот у ручья. Сориентировались. На мольбу. Собрались мы все на мольбу, то подюжане. Песен попели,
Мужики огонек расклали, а я пирогов напекла. Ой, хорошо. Пирогов, да все свои огурчики, помидорчики, чайку наварили. Вспомнили деревню. Да? Вспоминали, да. И была полянка такая интересная, штаны. Куда ходила штаны? Пойдем вот картошку нас ведь это вот в июне рабочих рук не хватало, картошку садили. А светлячков сколько было? Этим помежем светлячки. А обратно идем уже рассвет. Как красиво. С иконой как у нас получилось. Жила здесь бабушка Задорина Екатерина, и мы, конечно, к ней тоже в детстве прибегали. И одно время она умерла, и ее дом готовили на продажу. И моя бабушка помогала прибирать дом, и я тоже там бродила. И вдруг я за поленьями вижу кусок какой-то тряпки. И я туда вот так подхожу, вот эти тряпки достаю, они уже такие прямо вот разваливаются в руках. И вижу, что там вот оклад такой красивый. А что нарисовано, не видно, потому что такой толстый-толстый слой пыли на ней. Бегу на речку с этой иконой, я так раз ее в воду как бы побулькала, чтобы вот смыть эту пыль, вот эту грязь. И так ее хоп, поднимаю. И вот от того, что смылась эта грязь, от того, что краски оживились водой, она прямо так засияла на меня. Прям, я так, ух ты! Меня так вот прям это настолько поразило в детстве. И она много лет у меня в родительском доме была. Папа ее немножко подреставрировал. А потом, когда Валентин Иванович стал церковь строить, мы торжественно ему вручили. Ну вот она еще разочек у меня пожила перед самыми родами. Мы как-то с мужем были морально готовы, и мы ждали появления 3 детей. Когда я 4-м забеременела, я 2 недели плакала, себя жалела, бедная я несчастная. И опять эти все круги ада. Мне снится сон, что я прихожу на место строящейся теперь церкви. Там такой огромный, такой простор такой, и в воздухе висит икона. Богородица с ребенком. Я к ней с мольбой, что вот как так опять, беременность, все эти муки. А она мне сообщает, это не твое, это мое. В общем, я поняла, что этого ребенка нужно непременно родить. Когда я родила девочку, я ее иконе показала, говорю, вот твоя девочка. А у нас последний, кто здесь родился, это вот Ульяны отец. Он всегда на всех праздниках хвастался, что вот он последний, кто родился в Завелье. Думаю, ну вот, он уже теперь пожилой, у нас теперь еще один есть человек, который тут родился. Пока рождаются дети, будет и деревня жить. Но чудеса-то случаются. Вот, например, знаете, у нас появляется женщина в черном, как монахиня. Вот иногда ее видят у ручья, она с какой-то вестью идет. Вот матери Валентина Ивановича, она что-то вот сказала. Вот этот вот дом, который сгорел, он стоял вот как бы вот периметр кладбищенской стены, а они поставили дом вот так сюда. Но это же как бы нельзя. И вот говорят, перед их постройкой вот эта женщина, она пришла, сказала, что тут не ставьте дом. Но вот они не послушались, поставили. И в доме в своем, как музей тоже был, и там же висела наша икона. И вот в 2000 году дом у него сгорел. А мы с мужем приезжаем летом, как всегда, в деревню. Валентин Иванович приходит нас навестить, мы уже к тому времени знакомы были. И вот мы видим, в каком депрессии, в каком тяжелом состоянии. И муж говорит, Валентин Иванович, мы вам напишем эту икону Казанской Божьей Матери, потому что у нас сохранилась фотография. И я так тоже как-то думаю, ну так что, трудностей-то особых не будет. И я вот смотрю, а она совсем непростая. Там такое сложное написание. Появилось такое ощущение, что как будто я смотрю на Джоконду Леонардо да Винчи. Я вот видела здесь женщин вот с такими глазами, такие северные, немножечко печальные, такие вот, ну, надо видеть, трудно описать, немножко уголки опущенные, вот такой своеобразный тип глаз. И тут я стала молиться. И вот после этого как-то работа пошла, с моей точки зрения,
Мне далеко до оригинала, но уж как смогла. Когда я училась в училище, наша мастер Маргарита Алексеевна, она нас постоянно возила в экспедиции. На Мизень, в Архангельск, Северодвинск. Мы видели вот эту роспись и на домах, когда мы были в Великом Устюге, там вот эта вот вся красота, да. В Архангельске тоже и Малые Карелы. Вот то, что делаю я, мне хочется, чтобы люди этим пользовались, не ставили там на полочку. Я считаю, что когда человек пользуется этим, эта вещь живет. У меня очень большая семья, нас 11 детей у родителей. Корни отсюда, из деревни, Завелье, но родилась, выросла в Санкт-Петербурге. Мы приезжали каждое лето, бабушка держала коз, курей, мы помогали ей готовить веники. Каждое лето сенокос, окучивание картошки. И тогда казалось, фу, какая картошка, да чтоб я еще выросла там каких-то веники и стены, да не, ни за что на свете. Наверное, дедушка с бабушкой бы никогда бы не подумали, вообще представить себе не могли, что кто-то из внуков будет держать, во-первых, вернется в деревню, будет держать корову, гусей, куриц, ну вот это вот все хозяйство. Не то, чтобы мы специально ехали в деревню, такого у нас не было. Мы с дочкой поехали помочь отцу, а потом сложилось так, что брат женился, позвал его в гости в Питер, и отец остался в Питере, а мы остались здесь. Корова, к которой я боялась подойти 2 месяца, у меня приходила женщина, чтобы ее подоить. В какой-то момент Наташа приходит и говорит: Ульяша, все так и так. Я не могу, у меня болит спина. Давай иди, я буду смотреть. Вот. Научилась доить корову. И закончились у меня корма. Я человек городской, не привыкла, как бы, что нельзя пойти в магазин и сразу это купить, а надо найти, кто тебе поможет, привезти. Позвонила дяде своему, и его друг предложил мне помочь. Один раз привез корм, помог, потом картошку помогали выкапывать. И так познакомились с будущим мужем. Он старше меня на 20 лет, ему было 57. Детей у него не было. Как-то жил такой свободный себе, ни о чем не думал, не гадал, бренчал на гитаре. Вот. А тут познакомились, и родилось еще 2 детей. Ну, мне всегда тепло от того, что вот я живу в доме, который дед для нас строил. Отец приезжает 2-3 раза в год на какие-то праздники. Такой, ну, лесник еще бывший, поэтому он тоже все это любит. И благодаря отцу, наверное, я тоже люблю всю эту природу. Я думаю, что он рад, что дом не стоит в запустении, а в нем живут. А если в доме живут, значит, и он живет. Я поняла, что надо как-то все равно сюда людей привлекать. Появилась возможность купить вот этот вот дом у Юлии Ивановны, потому что я не могла смотреть мимо, проходить, как крыша течет, как здесь вандалы ползают по этому дому. Мы, в принципе, ничего не меняли. Как вот у нее было все устроено, так мы в этом же стиле все и оставили. Юлия Ивановна невероятная женщина была. Она рассказывала нам тоже, как гадать, показывала на картах, и мы даже гадали. Было нагадано, что у меня будет много детей, я буду жить в деревне. Это сбылось. Еще рукоделием она меня учила. Рассказывала мне про ткачество. Я с удовольствием с ней сидела и рукоделием занималась. В каждом доме своя энергетика. У нас в доме, в дедовом, очень строгий домовой. Меня он, в принципе, никак не обижал, не трогал. А вот как-то вот мужчинам больше доставалось. Стучит вот прямо вот вокруг дома всего. Но это стук не такой, как дятел стучит. Ну вот как вот огромным таким кулаком или что-то в этом роде. В доме вот в этом домового Юлии Ивановны я всегда ему говорю: домовуша, дорогуша, я вот сейчас печку истоплю, тепло у тебя будет, у тебя гости хорошие приедут. Не пугай их, будет у тебя запах хлеба, на к печечке погреешься. То есть я всегда с ним договариваюсь. А в доме дедушки там надо, прежде чем заехать жить, там обязательно надо попросить домового: хозяин, батюшка, пусти пожить, позволь. Все, что для Завелья мы сделали, тут уже осталось немножко сделать, мельницу поставить, как она была. Там же у меленки огромные поля. Я бы очень хотела, чтобы туда несколько семей таких сильных, работящих заехали, чтобы они эти поля возделывали, садили туда злаковые, чтобы они обрабатывали на этой мельнице. И тогда, вот когда уже вот это свершится, тогда я уже буду знать, что деревня не захереет и что в ней еще долгие годы будет жизнь.